На этой свалке, ну, обитает этот, как его, мусорный монстр. Монстр преследовал его, сметая груды железа, разбрасывая покореженные машины. Так, Бобик, что делать? Что делать? Куда прятаться? Гош, ну что там, скоро мы приедем? Да, друзья, потерпите немного, мы уже почти на месте. Но вот я еду и думаю, а может зря вы решили оставаться на всю ночь на свалке и одни. Ой, Гош, ну а что здесь такого? Это же обычная свалка, что там может произойти? Тем более начальник попросил поработать. Ему же нужно много разных там деталей от машин для его нового изобретения и много переработанного металла. Ну хотя да, друзья, может быть вы и правы. Так, подождите, тут лабиринт, сейчас мы будем проезжать, вот мы уже заезжаем на свалку. И чтобы доехать до пресса, нужно проехать лабиринт. Это, по-моему, Чичи его там построил. И, наверное, ему скучно было, и он тут решил из машины еще и лабиринт построить. Так, здесь между автобусами запинайте путь, но чтобы потом вдруг, обратно. Я за вами вернусь, конечно, утром, но если вдруг обратно сами поедете, запоминайте маршрут. Тут, значит, повернули прямо, проехали, повернули направо, налево. Вот здесь опять налево, и тут направо, вот так. Да, направо, и, по-моему, вот здесь. Сейчас надо будет по прямой. Да, вот, все правильно. Здесь опять налево и по прямой. Все, и как раз сейчас мы проедем к прессу. Ну, тут, правда, надо будет переехать вот такой мост из машин, из старых. А вот там по прямой такая арка. Это Чич опять тоже сделал. Поставил пресс. Да, и перерабатывает машину. Но сейчас, да, он занят, и надо ему, конечно, помочь. Но сейчас я поеду к нему в лабораторию, спрошу, что он там вообще планирует. И, если что, позвоню вам и скажу, какие детали ему точно нужны. Так, подожди, здесь переезжаем. Да, Гош, хорошо, тогда мы с Бобиком начнем работать, ну, потихоньку. Как бы мы как раз давно решили, ну, хотели давно стать на один день работниками свалки. Или как? Ну, мы на мусоровозе. О, тихо, Гош, подожди, куда ты поехал? Мы выпали. Что, друзья, что вы там говорите? На мусоровозе, да, вы работали. Да, стоп, подождите, я вспомнил, а что если на этой свалке, обитает этот, как его? Помните, мусорный монстр? Да, он же тогда вылез на свалке, помните? И мы с ним там сражались. С ним этот бульдозер. Там и мусоровоз пожиратель был, и бульдозер стоп, я вспомнил. Это же было на обычной свалке. А мы с вами находимся на свалке машин. Тогда отмена. Здесь, скорее всего, этот монстр не обитает. Так, друзья, где вы там? Слышите меня? Бобик, Гуталин, куда вы пропали? Гош, мы немножко выпали на ходу, ну ладно, все, мы уже приехали сами. Фух, так, что? О, это тот самый пресс, да? Так, да, друзья, смотрите. Значит, все очень просто. Есть гидравлический пресс и вот погрузчик. И прессом можно управлять через погрузчик. Там есть пульт в погрузчике. Тут, в общем, все связано. Это Чич там настроил. Значит, берете погрузчик, выбираете машину. Вот тут уже несколько есть. Чич там вам пришлю, или я пришлю там вам список машин, которые нужно будет сменить. В общем, или любую сначала берите, а потом уже я вам скажу точно. Ладно, все, времени мало, я поехал, вернусь за вами утром. Все, удачно поработать. Да, Гош, спасибо большое. Так, ну что, Бобик, вот мы и на свалке старых машин. Так, ну что, давай начнем сразу. Я буду управлять погрузчиком, а ты говори мне, какие машины. В общем, следи там внимательно, чтобы пресс все сминал и детали ищи, какие там нужно. Так, подожди, Гуталин, нам пока что детали, наверное, никакие не нужны, но будем пока что сминать старые машины. Ух ты, мощный пресс. Так, интересно. Так, ну-ка, Бобик, подожди. О, что ты делаешь? Бобик, хотеть подальше. Так, Гуталин, подожди, а что ты? Пресс поломался, что ли? Я не пойму. Не, Бобик, тут несколько режимов. Тут, значит, смотри. Можно медленно его опускать, а можно и быстро. Так, теперь все, я его отключаю, блокирую, убираю эту машину. И сейчас надо подвести другую. Так, Бобик, выбирай пока что там, ищи машину какую-то. Может, автобус сразу пододвинем. Так, подожди, Гуталин, надо подумать. Аккуратнее там, подожди, надо же еще технику безопасности соблюдать. Так, близко не подъезжай к прессу. Так, нет, не волнуйся, Бобик, здесь все настроено. Он лазерный, по-моему, Штич там его сделал. То есть, если вот так подъезжаешь, это он не сработает. В общем, тут техника безопасности на высшем уровне. Так что не переживай. Так, ладно, сейчас тогда возьмем, давай, может, вот эту машину. О, тихо. Гуталин, смотри, а что здесь? Телевизор. Все, да, давай. Гуталин, обеденный перерыв. Да, мы уже поработали много. Я придумал, давай-ка посмотрим несколько страшилок. Ты же, по-моему, флешку брал? Помнишь, я говорил, возьми флешку с страшилками. Да, точно, Бобик, да, брал. Так что ты, обеденный перерыв? Ну же ведь ночь. Ночью нет обеденного перерыва. Гуталин, у нас будет ночной тогда.
ночной обеденный перерыв. Или просто, в общем, просто перерыв. Давай, вставляй флешку и посмотрим одну страшилку. Ну, а потом продолжим работу. Так будет веселее. Да. Поработали, отдохнули, поработали, отдохнули. Вот так будет. Время пролетит незаметно. Так, ну ладно, Бобик, тогда вот, да, флешку. А подожди, это телевизор подходит флешка? Да. Все, вроде бы настроил. Так, ну что, запускаем первую страшилку. Я как раз 3 страшилки загрузил. Давай по порядку, или тут есть название. Можем выбрать любую. Не, Гуталин, давай по порядку включай и по одной будем смотреть. Так, ну ладно, тогда запускаю. Свалка машин стояла на окраине города за ржавым забором с колючей проволокой. Сюда свозили старые автомобили, разбитые, сгнившие, ненужные. Днем здесь работал огромный пресс и перерабатывал весь этот металлолом. Но ночью это место замирало. Только вот по слухам свалка не была пустой. Говорили, что среди искореженных кузовов прячется нечто живое, созданное из железа, питающееся машинами и ждущее тех, кто зайдет слишком далеко. «Глупости», — сказал Джейк, когда услышал историю соседа по гаражу. «Это просто байка, чтобы всякие мелкие воришки не лезли за запчастями». Лукас, его друг, не был так уверен. «Может быть и байка, но ты слышал про грузовик, который исчез на этой свалке?» Джейк усмехнулся. «Как он мог исчезнуть? Он же не испарился?» «Его не нашли!» Водитель говорил, что загнал машину внутрь, а утром ее уже не было. Ни следов, ничего. Джейк покачал головой, но предложение проверить свалку ночью ему понравилось. К тому же, это был хороший шанс найти запчасти бесплатно. Они перелезли через забор, когда часы пробили полночь. Воздух был тяжелым, пахло ржавчиной и старым маслом. Фонарь высвечивал груды металлолома, изломанные капоты и выбитые стекла. Казалось, что машины следят за ними пустыми глазницами фар. «Давай осмотримся», — шепотом предложил Лукас. Они медленно двинулись вперед, обходя груды искореженного металла. А вдруг сзади раздался звук, будто что-то большое сдвинулось с места. «Слышал?» Джейк замер. Лукас кивнул, сжимая в руках фонарь. Они повернулись и увидели, как машина начинает двигаться. Сначала это казалось игрой света, но затем двери распахнулись сами собой. Капоты хлопнули, колеса повернулись в воздухе, будто машины оживали. А потом из глубины свалки поднялось нечто. Это был кошмар из металла. Существо, собранное из частей машин. Огромная пасть из зубчатых шестеренок, гидравлические клешни вместо рук. А глаза — 2 раскаленные фары, горящие ярко-красным светом. Оно двигалось, крежеща металлом, и жадно втягивало в себя разбитые машины. «Живой пресс!» — выдохнул Лукас. Существо раскрыло свою пасть, и туда провалился ржавый кузов и мгновенно перемололся внутри. Оно словно жевало металл. «Бежим!» — крикнул Джейк. Они бросились назад, но свалка будто жила. Капоты захлопывались перед их носами, шины катились под ноги, машины медленно двигались, преграждая путь. Металлический монстр надвигался, его клешни отскрежетали, готовые схватить очередную жертву. Лукас заметил дыру в заборе. «Туда!» Они рванулись к ней, проскочили, и как только оказались по ту сторону, все стихло. Чудовище остановилось у границы свалки и не могло выбраться. Оно не двигалось, только его фары медленно гасли, скрываясь в груди металлолома. На утро они вернулись, но все выглядело как обычная свалка. Никакого монстра, никаких следов. Только появилась новая куча свежего металлолома, а среди него валялось колесо от машины, которую водитель так и не нашел. Но самым странным было то, что ночью мимо свалки проезжали машины, и их моторы начинали глохнуть, будто невидимая сила пыталась притянуть их к себе. Ух, ничего себе! Гуталин, классная страшилка. Так, ну подожди, мы вот и посмотрели эту страшную историю, и теперь как-то работать на свалке будет, не знаю, жутковато немного. Так, Бобик, не переживай, все под контролем, это ж просто страшилки, но тогда, как бы, атмосфера у нас подходящая. Как раз ведь страшилки тоже про свалки загрузил. Да, так даже интереснее. Так, ну ладно, все, Бобик, давай за работу, а то мы так ничего не успеем. Да, Гоша утром приедет, а мы ничего не сделали. Да, ни одной машины не переработали. Поэтому надо теперь ускоряться. Отдохнули, теперь поработаем. Так, не, ну подожди, Гуталин, у тебя там же еще 2 страшилки, просто интересно будет, про что они. Ну, давай тогда, сминай, бери вот ту машину. Да, давай еще одну подвози, и будем сейчас еще один тогда перерыв сделаем. Подожди, Бобик, какой еще перерыв? Мы еще не поработали, ты уже перерыв. Так, все, подвожу вот эту машину. Так, давай посмотрим, тут какие-то детали есть. Давай, ты проверяй. Я вот ставлю машину, проверяю, если там есть какой-то двигатель внутри или какие-то еще детали под капотом, тогда надо будет сначала их вытащить, да, а потом уже будем сминать. То есть если просто один металл остается от машины, тогда мы его сминаем и перерабатываем, потом переплавим, и чуть там уже что-то
с ним придумать. Соберет какого-то робота. Так, подожди, Гуталин, а вот там, по-моему, если руль, это что-то остается. Не, ну там двигателя не было в этой машине, тогда сюда можно сминать. О! Да, точно, Гуталин. Включай вот такой режим. Ускоренный. Сейчас по-быстрому. Да, сминаем. Так, Гуталин, ну мы уже много сделали. Смотри, 2 машины. Уже хоть что-то. Вообще, Гоша прислал. Он же должен прислать список там каких-то деталей. Ничего не прислал? Не, Бобик, пока что ничего, но можно с ним связаться. Так, ну подожди, не, Гуталин, а если пока что ничего не присылал, тогда давай сделаем перерыв. Да, то, что мы сейчас будем делать работу, а потом окажется, что мы неправильно что-то сделали. В общем, давай подождем Гошу, пока он нам пришлет там список деталей. Давай посмотрим еще одну страшилку. Так, ну ладно, Бобик, да, ты прав. Давай, а то мы... Итак, уже, да, 2 машины переработали. Давай тогда включаю следующую, вторую страшилку. Интересно, про что она? Так, запускаю. Джон работал водителем грузовика и знал многие дороги, но сегодня его маршрут проходил через старую автосвалку на окраине города. Ему нужно было доставить партию списанных автомобилей и выгрузить их у пресса. Свалка была огромной. Груда ржавых кузовов, покореженные двери, груда шин, сросшиеся в металлические холмы. Между ними извивались узкие коридоры, напоминающие лабиринт. Таблички с указателями давно проржавели или пропали. Джон медленно ехал вперед, пытаясь найти пресс. Вдруг позади него что-то загрохотало. Он резко посмотрел в зеркало. Груда машин позади обрушилась, перегородив путь назад. «Да что ж такое?» – пробормотал он и двинулся вперед. Но тут произошло нечто странное. Вдали, примерно в метрах 50, части машин начали двигаться сами по себе. Отдельные двери скользили по земле, капоты и бамперы падали как насекомые. Шины катились, будто подгоняемые невидимой силой. Все это собиралось во что-то огромное. Из хаоса металла родилось чудовище. Гигантская машина, собранная из частей списанных автомобилей, заскрипела, и ее фары вспыхнули словно на глаза. Она сначала медленно покатилась к грузовику, но с каждым мгновением ускорялась. «Да что происходит?» Джон вдавил педаль газа в пол. Грузовик рванул вперед, снес преграду из старых машин и начал лавировать по извилистым проходам свалки. Монстр преследовал его, сметая груды железа, разбрасывая покореженные машины. Лабиринт из автомобилей сужался, а монстр уже почти догонял. Внезапно перед Джоном открылось пространство, он вылетел прямо к прессу. В последний момент он дернул руль в сторону, чуть не перевернув грузовик. Монстр, не успевший затормозить, улетел прямо под пресс. Гигантская стальная плита опустилась сверху с глухим грохотом. Монстр взвизгнул, металл застонал, и чудовище исчезло в груди сплющенного железа. Джон сидел в кабине, тяжело дыша. «Никто мне не поверит», – пробормотал он и поспешил уехать с этой странной свалки. Ох, ничего себе, да, вот это тоже классная страшилка, мне понравилась. Так, ну что, Гуталин, Гоша ничего не прислал, никакое сообщение, список деталей нету до сих пор? Да не, молчит, может позвонить ему? Да, нет, подожди, давай не будем его беспокоить, они там сейчас, наверное, заняты. Давай еще одну тогда страшилку посмотрим, время пока что есть. Давай, как раз у тебя 3, вот 3 последнюю посмотрим, и все, и потом начнем работать уже, что-то будем делать. Так, ну ладно, Бобик, согласен, давай еще одну, такая третью, да как раз последнюю. Двое рабочих, Том и Грег, уже много лет трудились на автомобильной свалке, и главной задачей было собирать старые разбитые машины и отправлять их под пресс. Гул моторов, скрежет металла и удар гидравлического пресса были для них привычным фоном. Однажды, когда Том поехал на погрузчике за новой партией автомобилей, его внимание привлекла странная машина. Она не выглядела так, как другие. Ее кузов был покрыт чем-то похожим на шрамы. Фары казались слишком глубокими, а стекла, они не отражали свет. «Грег, смотри, что я нашел!» – крикнул он, выгружая находку пресса. Они решили разобрать ее, снять колеса, вскрыть двери, но ни один инструмент не работал. Даже резак не оставил на кузове и царапины. «Да что такое?» Грег бросил разводной ключ. «Может, сразу в пресс?» Они включили механизм, гидравлические лапы начали сжимать машину, но она почти не поддавалась. Том увеличил мощность. Машина начала дрожать, будто сопротивляясь. «Что за ерунда?» Грег отступил назад. Когда Том включил максимальную мощность, машина издала ужасный металлический визг и начала меняться. Кузов деформировался, растягиваясь в подобие рта с острыми зазубренными краями. Колеса сместились в сторону, превращаясь в лапы с когтями. Из капота выросли извивающиеся провода, словно жилы. «Она живая!» – заорал Том. Машина-монстр изо всех сил вырывалась из пресса. Напарники стояли в ужасе, пока Грег, не думая, не нажал кнопку аварийного сброса. Пресс ударил с максимальной силой.
Вспыхнула яркая вспышка, словно молния ударила прямо в механизм. А потом тишина. Том и Грег очнулись спустя несколько минут. Все было на месте. Машина исчезла. Пресс работал как обычно. «Что это было?» – пробормотал Том, оглядываясь. «Наверное, перегрелись», – с трудом улыбнулся Грег, пытаясь справиться с дрожью в голосе. Они вернулись к работе, решив списать происшедшее на усталость. Но только один маленький черный болт, который раньше принадлежал той старой машине, незаметно сдвинулся и заполз в старый ржавый пикап неподалеку. Ух, ничего себе, вот это машина-монстр, вот это машина-пожиратель. Фух, так, ну что, ладно, Гуталин, 3 страшилки посмотрели, все, перерыв окончен, давай теперь тогда уже за работу. Давай тогда вот эту пока машину переработаем, если Гоша опять ничего не присылал. Давай вот эту, потом может автобус один, а потом как раз может он нам уже и пришлет список деталей. Так, хотя подожди, там внутри вот, а ну руль посмотрим. Нет, ну там только, что у нас там только, пластмассовая торпеда, ну, панель управления и все. Нет, там никаких деталей нет, так что давай, Гуталин, подъезжай, бери ее и подвози к прессу. Так, ну хорошо, хотя подожди, Бобик, а может тут диски снять, колеса? Хотя нет, они тоже уже, наверное, чуть-чуть не понадобятся. Тогда все это переработаем и переплавим. Так, подъезжаю, беру машину, заворачиваемся аккуратненько. Не, ну так мне нравится работать на свалке. Тут как бы интересно, можно и страшилки посмотреть, и машины поперерабатывать. Так, подъехали, оставляем аккуратненько. Так, кстати, подожди, Бобик, я тут подумал, ну вообще, ну помнишь тогда, ну Гоша тоже вспомнил про этого монстра на свалке. Помнишь, мусоровоз-пожиратель там за нами гонялся, и еще был этот, бульдозер. Бульдозер такой оборотный волк, а потом у них битва была, помнишь? Ну да, припоминаю, что мусорный монстр. Да, у нас потом вечер страшилок был на свалке. Так, подожди, а что ты думаешь, на этой свалке тоже какие-то монстры могут водиться? Ну, не знаю. Так, ну, всякое бывает, может. Где-то в какой-то машине тоже прячется монстр. Так, подожди. Бобик, не понял, в чем дело? Почему пресс поломался, что ли? Так, почему поломался? Да нет, вроде бы сжиматель. Это ты его остановил или что ты делаешь? Вот нажми посильнее, чтобы, ну, второй режим включи. Так, нет, подожди. Ого! Бобик, что происходит? Так, нет, это что здесь не так? Это какая-то машина не такая. Посмотри, все, вау, куда я лечу? Бобик, держись. Вау, Гуталин, я тоже улетел. Это что, какой-то взрыв был или что это такое? Вот это. Гуталин, ты где? Бобик, я уехал туда, далеко на этом, на погрузчике. А что с машиной? Там что-то внутри было? Почему она как будто взорвалась? Так, Гуталин, подожди, ты пресс опустил опять? Я не пойму, она ее сжимает. А, стоп! Стоп, Гуталин, что-то мне это не нравится. Вот, неужели это как в той страшилке? Там тоже пресс сминал машину, и потом машина превратилась в монстра. Так, ладно, подожди, Бобик, сейчас я подъеду. Хотя нет, не подъеду, тут что-то забуксовал, колеса пробили, что ли? Подожди, посмотрю. Хотя нет, машина вроде бы помялась, но как-то непонятно, наполовину смялась и все. Пресс поломался, что ли? Не понял. Вот это да. Бобик, что там случилось? Вот он, тихо. Не подъезжай сюда. Это машина, ну, которая была обычная, она увеличилась, и она превратилась в какую-то машину-пожиратель или что это такое, ничего себе, вау. Так, похоже, надо сюда поскорее уезжать. Вау, Гуталин, давай, жми на газ. Да, эта машина превратилась, я сам даже не понял, так быстро. Была обычной, потом вспышка, и смотрю, машина-пожиратель огромная, вот она разворачивается, там впереди у нее какая-то молотилка, какая-то пила, и еще молот, она с молотом, она едет сюда. Так, Гуталин, давай быстрее уезжай. Да, ничего себе. Да, Бобик, я вижу. Да, она увеличилась, подожди, а у нее колеса какие-то странные. Бобик, иди сюда, что ты там делаешь? Ты подожди, Гуталин, я забуксовала, вау. Да, тут куча грязи. Так, она уже совсем близко, так, или она тоже застряла. Подожди, Бобик, что делаешь? Едь сюда. О, так, надо как-то... А сейчас я на подгрузчике подниму. Так, Гуталин, какой еще подгрузчик? Ты погрузчик, давай уезжаем отсюда. Вот, ты спрашивал про монстров, вот, пожалуйста, вот появился один монстр, прям как в той страшилке, все. Да, точно, Бобик, ты прав. Вот это да, машина-пожиратель на свалке. Так, подожди, давай уезжаем отсюда по прямой, давай через мост. Так, ничего себе. А, там пока что застряла. Ну, подожди, откуда у нее молот вот этот непонятный еще? Пила, она сейчас будет, похоже, крушить все на своем пути. Так, погрузчик наш, все, похоже, можно про него забыть уже. Так, подожди, Бобик, надо Гоше, наверное, звонить. Да и чуть-чуть говорить, что мы нашли эту машину-пожиратель на свалке. Точнее, она нас сама нашла. Так, подожди, Гуталин,
Это что получается, она все это время была с нами рядом, ну стояла рядом, пока мы ее не положили под пресс, наверное, что-то сработало. Ну все точно как в той страшилке, да, это какая-то не такая машина получается. Так, ладно, Бобик, потом будем разбираться. Стоп, где? Это она уже? Ничего себе, как она так быстро переехала, может, из машин. Так, она доехала уже до свалки. Так, Бобик, что делать? Что делать? Куда прятаться? Так, а тут же лабиринт. О, так, Бобик, быстрее поехали. Так, я тут забуксовал. Так, а я тоже не могу здесь по грязи ехать. Так, ты помнишь маршрут, куда поворачивать? Налево, направо? Ну, здесь точно лабиринт, Гоша нам говорил. Дорогу налево, потом прямо. Так, подожди, Гуталин, она меня тут схватила или не пойму, я застрял. Воу, она крушит машину молотом. Так, еще здесь пила. Ух, ничего себе, она разворачивается. Так, вау, Бобик, меня тоже задело. Ух, ничего себе. Да это какая-то машина-пожиратель, разрушитель или крушитель. Как-то так. Угу. Ничего себе. Так, подожди, а где у нее колеса, я не пойму. Гуталин, да вот впереди какие-то маленькие, но они как-то отдельно расположены, не пойму. Вау, она меня схватила и застряла, не пойму. Она как она так меня держит, и не пойму, что происходит. Так, она крушит все машины. Ух, ничего себе. Не, ну в принципе удобно. О, точно, Гуталин. А может будем ее использовать для переработки машины, а что это удобно, вот как раз пила впереди. Можно подъехать, распилить, вот как раз автобус, а молотом как раз его смять. Так, подожди, Бобик, ты, конечно, классно придумал, но как мы будем управлять этой машиной, если она сама на нас нападает и атакует? Ну да, точно, Гуталин, ты прав. Но если можно ее как-то будет выключить. Так, ладно, разворот, хотя, стоп, может у нее там где-то кнопка есть? Я ж недавно вот как раз с Гошей Чичи охотились мы. А это Чич сделал, так, стоп, а может это Чич этого робота сделал или непонятно пока что. Хотя нет, Чич бы сделал обычного робота, это какая-то машина-пожиратель. Да, что-то здесь не так. Так, ладно, Бобик, давай, поехали. Ты опять там застрял, что ли? Так, подожди, я смотрю, как она крушит машины. Не, ну, конечно, мощная, огромная машина-пожиратель. Так, ладно, Бобик, поехали, давай, запомнишь маршрутку? Я тут заблудился уже, куда, налево или направо поворачивать? Я тут застрял, подожди немного, забуксовался. Сейчас выйду. Вау, что это было? Ничего себе. Куда полетел автобус? Гуталин, да ты отбросил, или что происходит? Так, Бобик, как я отбросил? Нет, я ничего не делал. О, как раз лабиринт тут немножко разломался, и впереди проход. Так, Бобик, давай по прямой, и вот как раз мы выезжаем из свалки. Да, мы уже совсем близко. Вау, куда мы летим, и что это происходит? Ничего себе. Так, это что? Это машина-пожиратель? Вау, нас отбрасывает. Ничего себе, у нее какие-то сверхспособности, что ли? Что происходит? Да, Гуталин, скорее всего, подожди, это она подъехала, и она разбрасывает почти все машины, автобусы улетели. Вот она поехала опять. Да у нее какое-то антимагнитное поле, наверное. Так, Гуталин, ты где? Ладно, давай уезжаем тогда поскорее. Или нет, подожди, я придумал, сейчас ее столкну. Не, поползла вниз. О, все, отлично. Фух, сползла туда, в яму. Хотя она может сейчас обратно подняться. Так, Гуталин, что делать будем? Так, Бобик, ну не знаю, надо уезжать и звонить Гоше Чичу. Так, подожди, почему сразу, не позвонили? Так, сейчас, так, не могу номер найти. Что происходит? Я не вижу числа 1, 2, 3. Что ничего не поймешь. В чем дело? Бобик, где мы? Так, сейчас не... Оу, опять машина улетает. Это я сделал или... Что происходит, я не пойму. Как-то странно. Бобик, ты где? Почему молчишь? Ты поехали. Бобик, ты где? Почему молчишь? Гуталин, да, жми на газ. Я здесь. Где мы? Так, не понял. Гуталин, мы на свалке. А что произошло? Это машина. Она здесь. Так, Гуталин, это что было? А где машина-пожиратель? Машина-пожиратель, не знаю, она там в яму упала. Стоп. Гуталин, это что нам приснилось, что ли? Или там мы страшилку смотрели? Мы, наверное, третью страшилку посмотрели и уснули. Хотя, стоп, подожди, на телевизоре, наверное, флешка у меня 2 страшилки. Я не пойму, нам приснилось... Подожди, Гуталин, как это, приснилось, что ли? Сразу двоим одновременно? Хотя... Нет, третья страшилка... Подожди, но третья страшилка как раз была про машину, которая превратилась в монстра. Но потом мы подъехали вот к этой машине. Вот рядом, ты ее погрузил на погрузчик. Так, ладно, Бобик, все. Да, это нам приснилось.
Подожди, ну, хотя, да, вот эту машину мы подвезли вот сюда, поставил я под пресс, и потом была вспышка, и все автобусы отлетели, и эта машина, и я улетел куда-то, а ты потом сказал, что эта машина превратилась в монстра-пожирателя. Так это что, нам причудило, что ли? Так, Бобик, я понял, это все мы из-за страшилок. Вот. Все, не отвлекаемся, теперь только работаем. Да, страшилки больше не смотрим. А то мы начали смотреть страшилки, это нам все причудилось, привиделось, и теперь непонятно. Мы потеряли связь. Где реальность, а где нет. Фух, все. Так, подожди, Гутулин, я не понял, ты сказал там на флешку у тебя 2 страшилки было? Ты же говорил 3, по-моему. Куда 3-я страшилка делась? Не знаю, Бобик, наверное, удалилась случайно, да. Мы посмотрели вот как раз 3-ю страшилку, там где машина превратилась в этого монстра-пожирателя, и, наверное, случайно удалили. Ну да, я что-то нажал, удалил ее, а потом мы уснули, и вот нам приснилась эта машина-пожиратель. Так, все, и теперь не отвлекаемся, потому что времени мало у нас, так мы ничего не успеем. Сейчас Гоша пришлет список, вот, да, как раз он написал, что через 10 минут пришлет список с деталями. Фух, так, а у нас еще времени не так уж много, чтобы все успеть. Так, все, давай, теперь за работу. Так, ну ладно, Гутулин, давай, ну, конечно, страшилка странная была. Ладно, а там лабиринт тут на месте вроде, да, все на месте. Ну ладно,